коснулся микрофона, коснулся стола. Я вот касаюсь компа, он трясется. Попробуем, типа я сажусь. Рассказываем про всякие прикольные штуки во Flutter и просто кайфуем. Поехали. Всем привет, меня зовут Влад, я работаю в компании What the Flutter, и сегодня у нас пилотный выпуск WTF Share. WTF Share — это формат, в котором мы, как компания What the Flutter, делимся накопленными знаниями, опытом и рассказываем о всяких прикольных штуках, связанных с миром Flutter разработки. Сегодняшняя наша тема — это топ-5 классных виджетов, о которых вы, возможно, не знали. Надеюсь, будет интересно. Ну что, погнали? Итак, на пятом месте у нас Animated Switcher. Animated Switcher — это виджет, который позволяет нам делать следующее. Давайте посмотрим. У нас есть просто кнопка на экране. Единственное, что она делает, это инкрементит интовую переменную в стейте stateful виджета. А текст, который также видите на экране, отображает данную переменную. Но при смене состояния текст не просто резко меняется с одного состояния на другое, он это делает вот с такой вот красивой анимацией. Давайте посмотрим, как это реализовано. У нас есть Animated Switcher. Это стандартный представитель implicit анимации во Flutter, то есть неявной анимации, поэтому у него есть поле duration, которое указывает, сколько будет длиться один цикл анимации. Есть такое свойство, как Transition Builder. Давайте посмотрим, что это такое. Попробуем убрать наш Transition Builder и сделать еще один инкремент. Ага, анимация смена состояния поменялась. Почему? Потому что по дефолту Transition Builder, можете посмотреть в данном виджете, это Fade Transition. Собственно, Fade Transition — это то, что мы сейчас видим на экране. Окей, вернем обратно. Также у нас есть Child, который будет, собственно, отображаться в анимации. И здесь нам приходится юзать value key, который будет каждый раз новый при смене состояния инта. Почему это надо? Я думаю, для тех, кто знает, прекрасно. Для тех, кто не знает, разберем либо позже, либо приходите к нам в лабу, обязательно это рассмотрим. На четвертом месте у нас такой замечательный виджет, как Animated Icon. Здесь он используется в связке с Icon Button, и давайте посмотрим, что из этого вышло. Как видите, при нажатии на виджет Icon Button реагирует не просто как стандартная Icon-кнопка, а воспроизводит вот такую вот прикольную анимацию. Давайте посмотрим, как это сделано. Вот наш виджет Animated Icon. У него есть поле Progress, в котором мы передаем стандартный Animation Controller по нажатию хендлем анимацию вперед и назад. И также передается пара иконок. Можете заметить, что не любую иконку можно запустить анимацию в любую другую иконку, а именно нужно передать пару, которая хранится в константах Animated Icons. Давайте посмотрим какие-нибудь другие прикольные анимации. Так, домик в меню, Home меню. Event Add. Окей. Проигрывание и пауза. Прикольно. Какие еще поля есть у данного виджета? По дефолту, конечно, это цвет, можно задать размер, лейбл семантики и направление текста. На этом все. На третьем месте в нашем топе располагается виджет List Wheel Scroll View. Почему он называется List Wheel Scroll View? Да потому что, как видите, скроллинг в данном виджете происходит не как в стандартном List View сверху вниз, а в виде вот такого вот колеса. Как это реализовано? У нас есть, понятно, константно мы забиваем лист-тайлы в список, и виджет List Wheel Scroll View. Какие у него есть параметры? Из интересного есть Off-Axis Fraction.
Это параметр, который задает, в какую сторону наше колесо, так скажем, будет изгибаться. Что имеется в виду? Давайте попробуем задать какое-то, допустим, 0,5 значение. Видите, изгибается уже немножко в другую сторону. Если зададим 0,2, изгиб происходит ровно, ну, практически его нет. Если зададим 1,5, окей, уже вот так вот. Если зададим минус 1,5, в другую сторону. Также из интересного здесь есть, давайте посмотрим, что здесь есть. Это magnification. Посмотрим, что это. Не знаю, почему это называется magnification, если по факту это просто зум. Давайте сразу просто поставим, чтобы отобразилась стандартная магнификация. Ага. Она, вот видите, просто как будто посередине экрана немножко что-то искажает. Хорошо, тогда зададим значение этой магнификации. 1,5. Окей. У нас просто произошел hide. Может, нам мешает fraction какой-то и конфликтует? Да, я был прав. Смотрите, получается, у нас появляется просто вот такая, можно сказать, лупа посередине экрана, которая делает зум. Не знаю, зачем это нужно, наверняка кому-то пригодится. Вот такой вот прикольный виджет. Идем дальше. На втором месте в нашем рубрике виджет Draggable Scrollable Sheet. Вот такое вот сложное название. Давайте посмотрим, для чего этот виджет нужен. Как видите, это не просто список, это полноценный bottom sheet, который может вот так вот разворачиваться. И как только он достигает максимума, дальше скроллится. Также у него есть дефолтная позиция, вот в которой он стоял изначально, и позиция минимальная. Давайте посмотрим, как это выглядит в коде. Итак, draggable scrollable sheet, как обычно, понятно, задаем просто константные list-стайлы для отображения. Задаем background, чтобы у нас был какой-то background, хотя вообще можем его, в принципе, убрать, ничего не поменяется, просто не будет видно границы виджета. Окей. Тогда у нас контейнер бесполезный, подсказывает нам Flutter анализатор. Итак, list view builder внутри draggable scrollable sheet. Посмотрим, какие у него параметры. Min child size, как я сказал, это минимально занимаемый размер снизу, это вот сейчас 0,2. Отношение, это размер не в абсолютных единицах, то есть не в логических пикселях, отношение к всей высоте, максимально возможной занимаемой высоте. То есть не к высоте экрана, а, например, если мы поместим данный виджет в половину экрана, то это будет отношение к половине экрана. Initial child size, то есть это вот если мы просто запускаем, сколько будет initial, это 0,4, можем поставить чуть больше. Давайте посмотрим, что будет. Ставим 0,8. Окей, нужен init state. Вот так вот. И минимальный. Отлично. Что еще? Больше, в принципе, ничего. Стандартно expand, не expand. И builder, в котором может быть любой scrollable виджет. Это может быть single child scroll view, это может быть стандартный list view. В общем, все что угодно. Если у вас когда-то был use case, как реализовать подобный bottom sheet, то добро пожаловать юзать этот виджет. И на первом месте нашего сегодняшнего топа виджет Image. Ладно, я шучу. Наверняка вы все знаете виджет Image, поэтому в топе у нас сегодня виджет Interactive Viewer. Что же такое Interactive Viewer? Давайте посмотрим, как это выглядит. Если кратко, то это виджет, который позволяет нам реализовать зум и драг для просмотра собственного контента. Вы спросите, а почему бы для таких целей не юзать какое-то стандартное решение из PubDev, ведь куча виджетов, библиотек позволяют реализовать зум для картинки. А я вам отвечу, то, что Interactive Viewer позволяет реализовывать зум для любого виджета,
который является его ребенком. Как это выглядит? Допустим, вот у нас есть колонка, Image Network, и добавим, к примеру, кнопку. Что же произошло? Произошло следующее, то, что колонка вместе с кнопкой и картинкой является дочерним виджетом Interactive Viewer. Это означает то, что она является также контентом, который можно зазумить и заскроллить. Иногда это бывает супер удобно. Давайте посмотрим, что еще такого интересного есть в виджете. У нас есть минимальный и максимальный scale, то есть граничное значение scale, которое позволяет нам реализовать виджет. И из интересного у нас есть возможность отслеживать процесс взаимодействия пользователя с данным виджетом и как-то на это реагировать. Ребята, на этом все. Закончился топ 5 виджетов, о которых вы не знали. Возможно. Надеюсь, что в этом списке действительно встретились виджеты, о которых вы услышали впервые из нашего видео. Если вам в целом понравился формат коротких образовательных видосиков по Flutter, то, пожалуйста, поставьте этому видео лайк, напишите комментарий. Мы очень старались. Мы очень рады, когда вы нас поддерживаете лайками и комментариями. Также не забывайте подписываться на наши социальные сети, кому что удобно. Есть Telegram, LinkedIn, Instagram. Все ссылки будут в описании к ролику. Но мы с вами прощаемся до следующего раза. Всем пока. Напишите комментарий. Мы всегда очень рады любому Окей. Ребята, на этом все. Закончился наш топ.